Всем привет, с вами снова Алина, и да, каюсь, меня давно не было на моем канале, я была вся в разъездах, сейчас готовлю влоги, один влог уже на канале, кстати, ссылочку на него оставлю в описании. Там очень крутая поездка в Париж, невероятный просто отвал башки концерт, Диснейленд, много чего интересного, я монтирую еще другие влоги. Ну, а сегодня, наверное, одна из самых любимых у вас рубрик, кстати, напишите в комментариях, какая рубрика вам на моем канале нравится больше всего, ее мы и будем развивать. Сегодня мы с вами обсудим наряды знаменитостей, потому что, много поводов у нас уже появилось, и я решила снять на самую, наверное, свежую тему, потому что выходы, которые мы обсудим в сегодняшнем ролике, они были вот буквально вчера, получается, да, 27 октября, это премия, если на русский говорить, губернаторская, там было очень много знаменитостей и, соответственно, много нарядов, которые мы будем обсуждать. Не буду тут очень долго тараторить, и давайте перейдем непосредственно к обзору. Итак, сегодня мы обсудим самые интересные, по мнению модных критиков, образы, согласимся, либо поспорим с тем, что это самые интересные, собственно, луки. И первый образ, который, мне кажется, во всех подборках всех модных критиков, просто у меня нет слов, потому что это Дакота Джонсон. Это далеко не моя самая любимая актриса, я, собственно, с ней-то не особо много фильмов увидела, и я просто в восторге от этого образа. Может быть, я не объективна, хотя какая здесь объективность вообще может быть, белый образ, состоящее это не платье, это юбка на завышенной талии и кроп-топ, то есть как будто бы платье порезанное посередине, божественно просто контрастирует с ее макияжем, у нее здесь довольно, не то чтобы супер светлая кожа, но за счет того, что макияж насыщенный, есть акцент и на глаза, и на губы, и при этом темные волосы, смотрится очень красиво, свежо, кто-то назвал этот наряд такая порванная невеста, очень странное и грубое сравнение, если переводить его на русский. Мне на самом деле реально нравится, для красных ковровых дорожек, для вечерних выходов прекрасно. Кто-то там также, я смотрела, раскритиковал эти серьги, что мол, это как-то не очень актуально, и без них было бы лучше. Я, если честно, так не считаю. Мне нравится, что образ довольно лаконичный, сдержанный, и серьги это, в принципе, единственный аксессуар. И я тоже не объективна, но мне очень нравится, что здесь черный маникюр. То есть, понимаете, если бы маникюр был такой нейтральный, как я ношу в повседневной жизни, это было бы не так интересно, а здесь маникюр даже перекликается с макияжем, поэтому однозначно этот образ просто 10 из 10. Следующая у нас в этой подборке уже Дженнифер Лопес. Я фанат Дженнифер Лопес. Мне нравится она, мне нравится ее энергетика. Но к этому образу у меня очень-очень много вопросов, и основной из них зачем? Для чего Дженнифер выбрала этот образ? Причем, знаете, здесь критичен не только фасон, потому что, да, здесь абсолютно нет никаких акцентов, это просто такая простыня, которая идет от бюста и расширяется. Нет, такой фасон, в принципе, тоже имеет место быть. Кладчик, тоже можно придраться. Но отпустим это. И самое критичное здесь, наверное, то, что ее голова, она конфликтует с ее телом. То есть под такой наряд требуется абсолютно другая укладка. То, что здесь коса, которая завернута в пучок, это абсолютно не из этой оперы, это не подходящий под этот наряд образ, неподходящее решение и аксессуары. Реально, мне кажется, что голова отдельная, тело отдельно, то есть ничего против такого фасона платья я не имею, но мне кажется, что действительно здесь просто не сочетание верхней части и нижней, хотя цвет мне, конечно, все-таки нравится и к оттенку кожи Джей Ло подходит, но в целом вообще далеко не один из самых лучших ее образов. Еще, кстати, очень хвалят наряд Констанс Ву. Мне она, в принципе, нравится. Мне нравится здесь укладка, макияж, но здесь, наверное, та же ситуация, что и с Джей Ло. Как-то верхняя часть, она как будто бы от другого образа, и платье мне не нравится. Я не люблю, когда так сильно рубятся пропорции. Я не знаю, мне кажется, что актриса, в принципе, не очень высокая, хотя бы по этой фотографии, и кажется, что ее фигура еще более зарублена. Я не фанат таких решений по пропорциям, называйте меня очень консервативной, но мне кажется, что наряд, он должен украшать.
Либо он должен быть прям супер эпатажным, либо он должен украшать. Здесь ни то, ни другое. Мне не нравится ни цвет, ни материал. В принципе, оттенок ей даже не подходит. Вот эта вот драпировка ткани на груди, она создает иллюзию такой вот плоскости, то есть тоже, в принципе, фигуру не украшает, и зарезанные пропорции, это, конечно, никогда не бывает красивым. Лупита Ньонго выбрала для себя вот прям очень яркий и интересный наряд, такое вот цветастое платье с красивым вырезом, который подчеркивает ее плечи. Мне нравится, наверное, здесь само платье, но вот с макияжем я бы, конечно, что-нибудь бы другое придумала, потому что я понимаю решение визажиста, он хотел, наверное, чтобы макияж не спорил с платьем, но здесь, мне кажется, шикарно было бы, если был бы какой-то цветовой акцент, например, яркие зеленые тени, которые бы перекликались с платьем, вот такой вот мазок смотрелся бы бомбовски, очень красиво, а так, ну, ни туда, ни сюда, и платье вроде нарядное, а макияж недостаточно ярко исполнен, поэтому здесь я бы добавила яркое цветовое решение, и смотрелось бы просто суперски. Если получится, сделаю на фотошопе, и вы оцените, нормально получилось или нет. Далее у нас в подборке Лили Рейнхарт, суперзвезда подростков, благодаря сериалу «Ривердейл», и она выбрала для себя платье классической такой выпускницы, красивый канареечный оттенок, у нее очень красивая укладка, такой правильный макияж, и весь образ, он весь такой вот прям правильный, как будто бы выпускница в 11 классе, не знаю. Мне нравятся такие решения, вы знаете, что, как я уже говорила, наряд должен украшать, это платье действительно ее украшает, смотрится очень красиво, и при этом у нее в сериалах образы, знаете, точнее в самом Ривердейле, во всяком случае в первых 2 сезонах, такой образ правильной девочки, а здесь вот уже видно, что девочка повзрослела, такая вот сексуальность, она уже как бы прям ощущается через экран, мне очень нравится образ, но я не назвала бы его каким-то невероятно интересным, поэтому просто у меня есть всегда такая категория: интересные наряды и красивые образы. Вот она относится к категории как раз-таки красивых образов, потому что, ну, здесь все, в принципе, правильно и как будто бы по учебнику. Далее у нас Шарлиз Терон. Шарлиз Терон — одна из моих самых любимых актрис, я ее очень сильно люблю, но вот в последнее время что-то стилисты с ней неистово экспериментируют и делают непонятные для меня вещи, потому что здесь вот эта вот челка абсолютно непонятная и абсолютно ее не украшающая, и в целом мне, допустим, вот это монохромное решение, черный верх, белый низ, нравится, интересный фасон платья, но чем больше ты начинаешь рассматривать ее образ, тем меньше он тебе нравится. Здесь, например, можно было все исправить, даже вот эту вот визуальную катастрофу, на мой взгляд, можно было исправить каким-нибудь цветовым акцентом, например, сделать акцент на губы, и все могли бы как бы забыть, что вот с причесочкой какая-то беда, и весь наряд в целом не особенно интересный и не особенно украшающий. Но вот не знаю, как вообще этот образ попал в разряд самых лучших. Нет, я с этим не согласна. Далее в подборке Скарлетт Йоханссон. И первое мое впечатление, когда я посмотрела на ее наряд, это то, что она косплеит какую-то Клеопатру. Вот, наверное, да, не какую-то, а просто Клеопатру она косплеит, потому что здесь тебе золото, здесь тебе вот эти браслеты, имитирующие вот те самые египетские. Единственная обувь — это то, что напоминает о том, что все-таки наряд современный, стрелки. Если воспринимать это именно как отсылку к тому, о чем я говорю, то есть такая современная Клеопатра, то это, в принципе, интересно. Скарлетт Йоханссон здесь все хорошо выдержала, адаптировала. Единственная обувь, наверное, могла бы быть другой, но тоже не критично, потому что она к себе внимания не привлекает. Ну, верх, конечно, очень красивый, что говорить. Вот эта вот верхняя часть платья на одно плечо безумно красиво смотрится. И мне нравится, кстати, что в сережках есть такие вот прям синие детали, которые классно сочетаются с цветом глаз Скарлетт. Мне кажется, что образ однозначно заслуживает быть в сегодняшнем списке. Следующий наряд, который тоже представили модные критики в качестве интересных, от Оливии Уайлд. Я вот тоже отнесу это, наверное, к тому же, к чему я отнесла наряд Лили, то есть такой классический, хороший, сдержанный образ. Единственное, то есть да, он ее украшает, здесь хороший оттенок волос, такой правильный, свежий макияж в стиле Шарлотт Тилбери, но мне не очень нравится, как здесь выглядит талия Оливии, потому что это платье на самом деле очень коварное. Когда вы выбираете такую драпировку, которая идет вот, то есть да, тут акцент, понятное дело, все-таки
все-таки идет на грудь, но ты сразу жертвуешь своей талией. И Оливия, конечно, приняла такое решение пожертвовать ею для этого выхода. Мне нравится такой вот кровавый оттенок платья. Это все очень красиво, но, наверное, все-таки драпировка, в моем понимании, ну, не совсем то решение, которое позволяет включать этот наряд в раздел самых интересных. Хотя, если бы, мне кажется, она бы собрала волосы, давайте представим, и нанесла бы на губы, скажите, скучно, но красную, красивую винную, может быть, даже какую-то, да, действительно винную помаду, смотрелось бы гораздо интереснее. А так, ну вот, просто стандартный хороший образ, хотя я ничего против таких не имею. Реджина Кинг, кстати, мне кажется, вместе решила покосплеить Древний Египет со Скарлетт Йоханссон, потому что, когда смотришь на ее наряд, здесь, в принципе, те же самые ассоциации. Мне кажется, они рядом со Скарлетт смотрелись бы очень органично. Хороший наряд, правильный, то есть тут у нее нет абсолютно никаких проблем с фигурой. Все красиво, и мне просто напоминает наряд как раз-таки из Древнего Египта. Хотя бы интересным я его могу назвать, да, абсолютно могу назвать. Далее у нас тут Рене Зельвегер, абсолютно не могу ее узнать, боже мой. Я как человек, который смотрел дневник Бриджит Джонс, все части, я абсолютно не могу идентифицировать этого человека, потому что это, мне кажется, тема вообще для отдельного разговора, что пластика делает с людьми, почему мы их не можем узнать. Только подпись позволяет мне узнать, собственно, Рене. Платье сдержанное, классическое, его обсуждать особо нечего здесь, мне кажется. Единственное, вот эти красивые по всему платью вставки, которые имитируют такие маленькие броши, это уже узнаваемая, собственно, символика бренда. Мне нравится, но я не могу отделаться от мысли, что я этого человека не узнаю. Я понимаю, что это уже сделано пластика очень давно, но если уж говорить конкретно по делу, я бы здесь изменила прическу, потому что прическа все-таки, она простовата для такого платья. Здесь либо нужно собрать, либо хотя бы убрать их назад. Смотрелось бы гораздо интереснее. У нас тут еще Сирша Ронан, которая выбрала для себя комбинезон. И у меня тут на мониторе выглядит так, как будто бы он прямо рябит. Мне вот такой вот образ нравится. В то же время он ее не портит. Здесь нет вот этой ошибки, когда там диспропорция, когда вот что-то, что тебя уродует. Но при этом такой вот наряд хочется обсуждать, он интересный, здесь необычная укладка, акцент на губы, я бы, наверное, только оттенок чуть-чуть изменила, сделала бы, наверное, губы потеплее, потому что Сирше как раз-таки подошел бы оттенок губ потеплее, но в целом мне этот образ нравится, и нравится, что его не перегрузили, не добавили никакие там массивные сережечки, здесь нет никаких клатчей, все сдержано, потому что комбинезон действительно очень активный, и под него ничего не нужно добавлять. В подборке еще есть Софи Лорен, ну, то есть говорить про то, что это шикарная женщина, я думаю, абсолютно не стоит. Она выбирает для себя действительно, я бы не назвала это даже классическими, а действительно какие-то устаревшие модели, что серьги, что другие аксессуары, что какие-то наряды, и я не могу ее, да, там как-то сильно критиковать, все-таки это женщина, настоящая икона, но есть такой нюанс, что вот мне кажется, что платье все-таки бархатное, и бархат, в принципе, такой материал, который добавляет возраста всегда. И бархат, наверное, не самое лучшее решение в случае Софи, потому что мне здесь кажется, что здесь проблема с материалом, с тем, что вот эта вот сверкающая вставка посередине действительно делает это платье неинтересным, как будто бы она пошила его где-то в ближайшем ателье. Здесь все спасает только ее лучезарная улыбка. Я бы сделала, кстати, брови ей чуть-чуть поактивнее, потому что выглядит так, как будто бы они чуть-чуть подстерлись. Но вот, ну вот, даже, знаете, сильно критиковать не хочется. Я думаю, постоянно зрители моего канала поняли, что, ну, платье вот откровенно неудачное. Можно было выбрать что-то получше. Флоренс Пью, если я правильно произнесла ее фамилию, выбрала вот то, что мы с вами называем оригинальным нарядом, фиолетовое, сложное, такое вот прям работающее на наше воображение платье. Я не скажу, что это какое-то мое самое любимое из оригинальных платьев вообще в истории, но, во всяком случае, оно необычное, и оно ее не портит. Вспомните, что лозунг моего канала «Не испорти». Я единственное бы, наверное, все-таки не делала такой высокий пучок, потому что здесь виден этот
какой-то дисбаланс оттенка, это там красивая амбре у нее, скорее всего, но с оттенком платья это спорит, поэтому надо было волосы просто убрать назад, чтобы были видны только темные корни, не нужно здесь светлых концов. Вот я сейчас, может, на фотошопе это зафотошоплю, вы поймете разницу, что просто с темным оттенком волос смотрелось бы лучше, либо если делать, то хотя бы убирать кончики волос назад, для того, чтобы не было какого-то конфликта. Также в подборке актриса Джина Дэвис. Сразу вспоминается просто детство, фильмы, в которых она играла. И, по-моему, кстати, да, она в «Битлджусе» играла. Да. Ассоциация с «Битлджусом», она не прошла бесследно, потому что у нее красивая светлая кожа, очень красивый макияж, такой вот прям правильный, голливудский, правильная укладка и черное готичное платье. Так что да, моя ассоциация с «Битлджусом» сделала этот обзор не объективным, но мне кажется, что Джина смотрится действительно очень красиво, потому что здесь та же ситуация, образ как будто бы по учебнику, все правильно, никаких экспериментов, но тут решать вам, нравятся вам эксперименты, либо тоже, как и я, любите что-то классическое, но с нотками экстра. Кеке Палмер выбрала очень несуразный, на мой взгляд, наряд, который действительно портит все в плане пропорций. Зачем здесь шлейф? Я не совсем понимаю моду на такое глубокое декольте, не в том плане, что я ханжа, но в моем понимании лучше всего такое декольте смотрится с платьем в пол. Здесь непонятная длина. Здесь, знаете, все самое лучшее сразу. Здесь захотели и красивый какой-то оттенок подобрать, чтобы был шлейф, чтобы было обязательно декольте, чтобы ноги были открыты, и чтобы шея тоже была открыта, поднимем волосы назад, и вот все при этом получилось, ну, как-то... Ну, вообще не очень, абсолютно не сочетается. Еще здесь, конечно, спасает ситуация то, что рукава все-таки длинные, потому что если бы еще и плечи были открыты, было бы очень плохо. А так ситуация хоть немножко спасена. Ну, вообще, во всяком случае, стилист мог хотя бы обувью разбавить это платье, но он этого делать не стал, и в моем понимании образ просто ее не украшает. Изабелла Росселлини тоже очень прекрасная актриса, я от нее в восторге. В фильме «Смерть ей к лицу» вообще обожаю этот фильм, она там такая красивая. Это одно из моих первых воспоминаний детства по поводу красивого человека. Это Изабелла Росселлини в этом фильме. Я не буду говорить, что там она сдала как-то, вот знаете, это вообще абсолютно неправда, потому что у нее очень красивые от природы черты лица, и стареет она действительно элегантно, красиво, но вот этот образ, мне кажется, too much. Такое ощущение, что это женская вариация Хью Хефнера, вот этого его халата, леопарда, эти крупные украшения. Такой, вот действительно кажется так, как будто бы ей еще больше хотят добавить возраста. Я не совсем там, да, придерживаюсь мнения о том, что обязательно там женщина всю жизнь должна молодиться, казаться моложе, играть вот в эту игрушку с возрастом. Здесь не в этом суть. Здесь такое ощущение, что все элементы специально еще больше добавляют ей возраста. Устаревшие украшения, вот эта супер короткая стрижка, цвет вот этого халата, платья, леопард, все вот такое театральное и устаревшее, настолько ее не украшает и старит, что мне даже, если честно, как-то обидно. Америка Феррера, это, кстати, актриса, по-моему, сериала «Дурнушка Бетти», и она сделала ставку на такую полуклассику, то есть она, наверное, не смогла выбрать серебро или золото, точнее ее стилист, и решили объединить. Пусть здесь будет платье в основном оттенке серебряном, пусть обувь и клатч будут золотые, и наверху будет такое вот начало золотого амбре. Мне кажется, просто хорошо с ее типом внешности, вот эта жгучая, латиноамериканская, контрастная. Вообще, мне кажется, много что хорошо сочетается, и это платье не стало исключением, просто хороший, сдержанный образ, назвать его супер экстравагантным тоже нельзя, потому что вы сами видите, здесь все продумано и тоже относится к разряду как по учебнику, но добавили немножко экстра за счет золотой верхней части. Кейт Мара, та еще любительница странных нарядов, в этот раз решила сама себе не изменять. Мне кажется, что ее стилист активно пропагандирует ее такой вот образ холодной девушки. Это все проскальзывает и в макияже, и в выборе ее строгих причесок. Здесь все то же самое, но при этом он хочет добавить этой экстра сексуальности, но не совсем это удачно получается, потому что здесь такая вот холодная готическая королева, но при этом она должна там будоражить воображение людей. Я, извините, углубляюсь очень в дебри, но действительно здесь явно был расчет на это, и ее стилист выстраивает такой образ.
Мне не кажется этот наряд удачным, интересным, даже сексуальным, потому что от слова «секси» здесь нет абсолютно ничего, кроме кружева, потому что, опять же, зарезанные пропорции, непонятная укладка, и скорее это как будто бы адаптация офисного варианта, то есть если бы под низу была какая-то, возможно, блуза, это вполне можно было бы в теории надеть в офис на какой-нибудь нарядный повод. Я даже не хочу обсуждать этот наряд, потому что мне, в принципе, наряды Кейт Мары никогда не нравились, у нее мало интересных образов, вот прям крайне, и это, ну, вот просто абсолютно неинтересно. Я, в принципе, могу тут долго еще рассказывать, но мне кажется, что ролик и так затянулся. Мое возвращение, надеюсь, на канал вам понравилось, больше пропадать так не буду, во всяком случае, постараюсь этого не делать. Я тут, да, ноутбуком обзавелась, видите, поэтому теперь смогу монтировать для вас ролики и в поездке, что, кстати, мне кажется очень классным, поэтому мы теперь точно с вами не будем расставаться на такой длительный срок. Но если даже будем, просто обязательно подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, потому что там у меня, ну, все-таки обновления выходят чуточку почаще, можем быть с вами на связи, задавайте там свои вопросы в комментариях, на комментарии я стараюсь, ну, максимально отвечать, если вижу от вас какие-то вопросы, какие-то пожелания, поэтому всех жду в своем инстаграме, не нужно ограничиваться только ютубом, тем более скоро выйдет что-то интересное, если вы досмотрели до конца этого ролика, до этого момента. Я в следующих видео, нет, я думаю, не в следующих видео, где-то на следующей неделе расскажу вам про очень-очень классную новость. Я вот прям очень долго готовила этот проект, надеюсь, что вам это очень понравится. И с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Я все-таки надеюсь, что постоянные подписчики моего канала догадаются, что у меня не неудачный макияж и стерлась помада. Я воссоздавала немножко образ из 90-х. В 90-е у меня мама носила такую помаду, когда контур был темнее, а внутри было посветлее. Если вам интересно, напишите в комментариях. Сниму ролик, как делается такой немножко ретро, но адаптированный макияж. Поэтому, если вы досмотрели до конца, то ваше мнение особенно учитывается, потому что люди, которые досматривают мои видео до конца, они для меня вот чуть-чуть более особенные, даже не чуть-чуть, вы действительно для меня более особенные, потому что вы знаете все эти приколюшки, которые происходят после титров.